Друзья, всем привет! Как и обещали, нам удалось поймать Артура Габлака-Костенко. Артур, привет! Привет всем. Э, Интервью есть много о чем поговорить, но начнем вот с того, как ты сюда добирался. Как дорога, как тебе вообще погода в Сиэтле? Погода в Сиэтле хорошая, солнечно, тепло, лето. Как добирался? В принципе, добрался нормально, немного утомительно, конечно, самолет с 2 пересадками, сутки в пути, но в конце концов все хорошо. Ну, потому что у многих были проблемы с паспортом, там, у тебя никаких проблем, в принципе, не было. Нет, у меня была моя старая виза, которую мне дали на 5 лет еще 2 года назад, и никаких проблем абсолютно ни на границе, нигде. А сегодня уже, вернее, завтра стартуют wildcard матчи. Твоя команда, бывшая команда Роскис, могла здесь... Все ожидали, что вы будете принимать участие, но не сложилось. Можешь рассказать зрителям, почему вам не удалось выиграть квалификации? Почему не удалось выиграть? Не знаю, сложный вопрос, наверное. Мы вроде много тренировались, делали все, что от нас зависит. В какой-то степени, может быть, нам просто не повезло, может быть, где-то не доиграли. Я думаю, это было большим разочарованием для всех наших болельщиков, а для нас самих еще большим. Расстроились, но ничего, жизнь продолжается, что поделаешь. Как вообще именно квалификации стали последним таким рубежом, что произвело к дисбанду, или были предпосылки до этого? Не, предпосылок у них не было. Атмосфера в команде хорошая, мы, в принципе, сейчас общаемся нормально. Ну и слово дисбанд, оно такое. Мы ушли от организации, проект Rockskis заморожен, мы доигрывали турниры после квалификации, которые нам оставалось доиграть нашим составом. Что будет после International, сказать не могу, но в принципе я не исключаю вероятности, что или вся команда, или, возможно, кто-то конкретно из прошлого состава будут играть вместе после 4-го International. То есть, возможно, в принципе, возрождение Rockskis как игроков, как состава? Как игроков, да, как взаимодействие с организацией, думаю, нет. А после квалификации ожидал ли ты, что ты все-таки попадешь в Сиэтл и будешь участвовать на Интернешнале? Каким-либо образом? Ну, как я уже сказал, мы все были очень расстроены, я не исключение. Буквально сразу после нашего поражения мне позвонил Вилат, предложил поехать аналитиком. Я не хотел. Это для меня было как-то грустно, что ли, не знаю. Поэтому отказался. Потом, уже спустя пару недель, предложили поехать в качестве тренера команды Нави. Я, в принципе, особо не раздумывая, согласился. Ну, об этом мы сейчас поговорим. Мне интересен вопрос по поводу аналитика и вообще профессии стримера. Почему тебе это не интересно? Не знаю, я никогда не стримил, никогда не пробовал. Это не то, чтобы мне это было совсем не интересно, но просто, возможно, это не мое. Я не стремлюсь к какой-то чрезмерной популярности и так далее. По поводу аналитика, возможно, я бы и смог этим заниматься, но конкретно на Интернешнале быть аналитиком турнира, с которого так обидно вылетели, мне было бы, наверное, очень грустно, поэтому не хотелось. Возвращаясь к вопросу о том, что ты сейчас тренер, кто тебе предложил и вообще сколько ты думал над этим предложением? Вообще все это было довольно быстро. Позвонил мне Глеб Фаник перед их турниром ESL за пару дней до этого, когда они уже, наверное, находились во Франкфурте. И сказал, что вот они хотели бы, чтобы я им помог подготовиться к турнирам, к Интернешналу и занялся некоторыми обязанностями. Я, в принципе, не раздумывая согласился, потому что для меня это в какой-то степени тоже соревнование. Интересно попробовать что-то новое, и побывать здесь все-таки всегда хорошо. Вчера общался с Дэнди, он сказал, что это была инициатива, по большому счету, Пупея и Куроки. Ты удивлен или нет? Честно. Честно, может быть, немного. Я не знаю, чья это конкретно была инициатива. Если Пупея и Куроки, хорошо. Позвонить мне все равно мог кто-то только из украинских ребят, потому что у меня нет телефона ни Пупея, ни Куроки. Как-то так. Говоря о твоих обязанностях, чем конкретно ты будешь заниматься на позиции тренера? Перед турниром или непосредственно на турнире? Давай на две части разделим, до и после. Перед турниром
У ребят были там не совсем удачные выступления, они попробовали позвать меня, что, возможно, я принес что-то новое в команду, возможно, какие-то идеи, которые я им там предлагал попробовать. И я смотрел очень много их КВ, все КВ, которые они играли. Вот после ESL я сидел в обсерверах и наблюдал, что происходит. Параллельно сидел с ребятами в скайпе, слушал, как они дают информацию, что происходит у них внутри коллектива, как они воспринимают друг друга, анализировал их ошибки, высказывал их после игры, что, на мой взгляд, на что им надо обратить внимание, чтобы улучшить свою игру как команды. Почему они позвали меня? Возможно, потому что, когда есть человек со стороны, это не так критично воспринимается, какая-то критика. И им нужен был какой-то вот шестой человек извне, к которому они бы неплохо относились и чье мнение они бы считали компетентным в этом вопросе. Поэтому, наверное, вот так. А если говорить... Если говорить, чем я буду заниматься здесь, когда я уже вместе с ребятами непосредственно на месте, я буду стараться поддерживать их морально по максимуму, чтобы они ни в коем случае, там, в случае даже каких-то спорных игровых моментов не ссорились, чтобы они находили общий язык, чтобы они играли в свою игру. Параллельно я буду стараться просматривать все игры их будущих оппонентов и по максимуму снабжать их информацией о сопернике предстоящем. Ну, вот когда ты делал вот такой вот анализ, срез команды, можешь сказать, какая атмосфера сейчас в команде? И, ну, что можно сказать на камеру, какие есть проблемы внутри коллектива? Да, в принципе, я думаю, за время буткемпа много проблем было исправлено. Ребята лучше общаются, лучше воспринимают друг друга, лучше обмениваются информацией. Параллельно было попробовано очень много задумок в плане игры. И думаю, команда Na'Vi много кого сможет удивить на этом интернешнале в плане пиков и в плане игрового процесса. Вот вопрос о пиках. Ты общался? Ну, ты вообще в интернете прославлен как человек, который в какой-то важной игре взял пики, которые без станов. Да, возможно. То есть, ну, это понятно, у тебя свое видение на игру. Да. Как будет обстоять ситуация с Na'Vi? Будешь ли ты Пупею заранее говорить, что пикать? Как вообще вот процесс? Будет ли он прислушиваться? Или ты даешь совет, или ты указываешь ему? Как? Нет, конечно. Ну, в смысле, я могу дать какие-то идеи на протяжении буткемпа. Я могу дать какую-то информацию по поводу сильных сторон соперника. Дальше это все на усмотрение Пупея. Он отличный капитан, отличный драфтер. Он сам лучше знает, чем его игроки лучше способны отыграть ту или иную ситуацию. Мне надо просто помогать в информационном плане. Во время каких-то вот кланваров я говорил, что, возможно, вот тут вам стоит попробовать такого героя вместо этого, если что-то не идет. Возможно, здесь у вас недостаток там каких-то дизейблов или недостаток в вейтгейме, в конкретном драфте. На протяжении тренировок, да, я, возможно, в чем-то помогал в этом плане. Здесь нет, это только на усмотрение ребят, и я не думаю, что им нужно, чтобы я им что-то указывал в этом плане. А вот в интернете очень часто после проигрышей Na'Vi винят Пупея о том, что пики вообще не те, все было сделано не так. Можешь проанализировать его стиль, выбор пиков? Иногда, да, стиль у команды Na'Vi, конечно, есть. Они любят делать хороший упор на лейтгейм. У них всегда весьма хороший лейтгейм, и всегда у них хорошие тимфайты. Иногда из-за этого есть какие-то недостатки в early-гейме. И иногда некоторые команды могут этим воспользоваться. Те же, допустим, Empire, которые играют сверхагрессивно начало, или команда Mouse Sports, возможно, которые тоже любят брать очень сильные линии, давить и наращивать преимущество. Но, в принципе, вот где-то так, я думаю. Ты, в принципе, такой первый тренер на территории СНГ. Как думаешь, будут ли другие команды прислушиваться и вообще принимать такую моду, брать тренеров в свой состав? Я думаю, это будет немного зависеть от того, насколько успешный будет этот опыт. Если все пойдет хорошо, и команда Na'Vi хорошо выступит, и они скажут действительно, что это им помогло в чем-то, то, возможно, да, к следующему интернешнлу другие коллективы СНГшные тоже задумаются о том, что нужен какой-то вот такой шестой человек, кто бы помогал в подготовке. Если это будет не нужно, то нет. Для команды Na'Vi ты придумал какие-то конкретные стратегии? И вот ты говоришь, что вот здесь
лучше сыграть так, имеется в виду, ну вот именно конкретно в игровом моменте? Это не конкретные стратегии, это, возможно... Я просто говорю, что вот здесь есть недостатки. Как им их решать, им виднее зачастую. Я могу просто предложить какие-то корректировки, а они могут для себя, для конкретных вот 5 игроков опробовать это и решить, что им лучше. Касательно участников этого International, как думаешь, с кем команде Na'Vi будет играть сложнее всего? Трудный вопрос. Здесь собралось много действительно сильных команд в этом году. Конкуренция, я думаю, будет большая. Все 5 китайских коллективов, я думаю, приехали весьма подготовленными. ЕГЭ сейчас в очень неплохой, хорошей форме, можно сказать. Альянс пока такая полутемная лошадка для меня. Они вроде как прибавили последние пару месяцев и приехали сюда тоже не просто так. Ну вот, наверное, это основные конкуренты. А если говорить, с кем легче всего, как думаешь, вот какой стиль игры из соперников больше всего подходит как оппоненты Na'Vi? Больше всего подходит Na'Vi, это когда соперник дает им играть в их игру, как и для любой команды, в принципе. То есть, если Na'Vi берут... Они очень любят играть с одним саппортом-лесником. Если им дают спокойно фармить и лес, и там легкую линию, у хвоста никто не трогает, и Даня на миде стоит и прессует одного Глеба, который, в принципе, уже привык к такой роли, вот терпилы в команде Na'Vi, можно так выразиться, то потом по игре в мидл-гейме обычно у ребят идет все очень хорошо, потому что они зачастую переигрывают своих оппонентов как раз в тимфайтах, в перемещениях по карте. Это их сильные стороны, наверное. Кто конкретно им будет давать это, а кто нет, сказать очень трудно, и можно будет делать только какой-то анализ, когда начнутся уже вот сегодня дни буткемпа, возможно, они что-то сыграют, и можно будет какую-то информацию получить, и когда уже начнутся непосредственно игры групповой стадии. Вопрос касательно буткемпа. Как думаешь, будут ли команды показывать какой-то серьезный уровень, или это все-таки условный? Потому что вот вчера команда Na'Vi играла, так скажем, очень вальяжно, Дэнди на линии играл, и больше фан, чем тренировка, похоже. Ну, что из вчерашнего было фаном, а что Na'Vi на самом деле, возможно, будут использовать, это останется в тайне. По поводу вчерашнего нужно учитывать, что вчера вот эти все тренировочные игры проходили в открытой зоне, и любые игроки из любых команд могли подходить, смотреть, что происходит. И, соответственно, команда Na'Vi играла там не на 100%, можно так сказать. Где-то они брали связки, которые действительно будут использоваться, где-то просто что-то пробовали, где-то пытались, возможно, запутать своих предстоящих соперников, которые собрались за спиной там, и массово это обсуждали. С сегодняшнего дня у ребят будет закрытая комната, как это обычно бывает, отведенная на это время, и когда они в закрытом помещении, то почему бы и нет. Это будет генеральная репетиция, я думаю, перед International, и они будут уже стараться играть на полную силу, драфтить так, как они будут это делать на International, чтобы закрепить для себя ключевые какие-то стратегии, на что они хотят сделать упор, и как они собираются побеждать. Понятно. Как думаешь, какая стратегия и какие герои будут доминировать на этом турнире? Вот на одном из прошлых был там бенефис Морфлинга. Как думаешь, какие герои будут здесь наиболее юзабельные? Много героев. Популярных, так скажем. Популярных. Бэтрайдер, конечно, будет популярен, но я думаю, этот герой больше в бане будет сидеть, чем в пиках. В first пике будут Doom, Panda. Будут брать сильные комбинации, такие как Tide Enigma или Void Enigma, или вот любых из два из трех этих героев команды будут стараться забрать, потому что это уже очень-очень сильная комбинация для тимфайтов. Ну а так, заготовки, у каждой команды будут какие-то свои заготовки, конечно, чем они будут удивлять. Хорошо, спасибо тебе большое за интервью, интересно было с тобой пообщаться. Есть какие-то слова напоследок? Спасибо команде Na'Vi за предоставленную возможность побывать вот в такой роли. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Всем пока. Спасибо.